Всем привет! Сегодня постараюсь выдать простые и полезные советы о том, как выбрать монитор. Понятно, что все мы разные, и есть те, кто не парится, просто берет, что первое на глаза попадется. Так тоже можно, но лучше все-таки потратить 5-10 минут, немного разобраться и найти прямо идеальный вариант. Вот этим сейчас и займемся. Когда я планирую абсолютно любую покупку или просто в голову прилетает мысль «а хочется вот это», я всегда сначала задаюсь вопросом «а зачем оно мне надо?». Вот действительно самый главный вопрос, который уберег меня от покупки кучи ненужного барахла, которое просто попалось на глаза и включило хотелку. Если говорить о плановых покупках, то это тоже заставляет задуматься, а для каких целей оно нужно, и уже исходя из ответа подбирать подходящее. Итак, начнем с простого вопроса. Зачем мне нужен монитор и для чего я буду его чаще всего использовать? Самые популярные ответы – это для игр, офисной работы, работы с фото, цветокора, графики, для всего понемножку. Просто скажи мне, какой хороший и не сильно дорогой. Начнем по порядку. В общем-то, играть можно на любом мониторе, хоть на квантовых точках, хоть на старом и толстом флетроне. Но если есть зверь-системник и его нужно использовать по полной, то подбираем и соответствующий монитор. В основном игровые мониторы сделаны на самых простых матрицах TN или VA. У них есть два минуса: сравнительно небольшие вертикальные углы обзора, особенно у TN, и слабая цветопередача. Но есть и три главных плюса: быстрый отклик, низкие задержки и высокая частота развертки панели. Сужать круг претендентов будем, выбирая последнюю. Чем она выше, тем больше кадров в секунду способна показать панель. 100 Гц и более делают геймплей очень плавным. Хоть это и банальная фраза, но поверьте, разница с обычными 60 Гц действительно ощутима. У нас есть обзор такого монитора, посмотрите, там больше впечатлений. И даже если железо не может вытянуть столько же FPS, сколько Герц в мониторе, то можно немного снизить качество графики. Разницу в картинке вряд ли заметите, а вот плавность повысится точно. Второй пункт – это разрешение экрана. Для небольших диагоналей вполне достаточно и Full HD, плюс нагрузка на системник будет меньше. Если же диагональ внушительная, 27 и больше, то стоит брать Quad HD или 4К, чтобы сохранить нормальную плотность пикселей. Но учтите, что такое разрешение, да еще и на FPS за 100, потянет далеко не каждый ПК. Для текстов, таблиц и прочих офисных дел особых требований нет. Лично я вполне нормально работала как за IPS-матрицами, так и за TN. Последние дешевле, поэтому если бюджет ограничен, можно остановиться и на них. Главное, чтобы у монитора была возможность регулировки положения и углов наклона, и желательно режимы для защиты глаз. А вот выбор монитора для дизайнера или фотографа задача непростая. В первую очередь стоит ориентироваться на IPS-матрицы, а еще лучше на P-IPS. Они же профессиональные IPS. Такие мониторы обладают отличной цветопередачей, яркостью и контрастностью. Это главные показатели для дизайнера. Но в магазине вы вряд ли о них узнаете. Тут стоит либо слепо верить бренду, либо искать профильные обзоры, отечественные или зарубежные. Обязательно с графиками и диаграммами тестирования, показателями цветового охвата, точностью передачи оттенков, уровня RGB и гамма-кривыми. Кроме этого, у монитора должны быть широкие настройки цветового баланса, чтобы при необходимости можно было поправить заводскую калибровку в лучшую сторону. Так как от этого зависит будущее качество вашей работы, то стоит заморочиться. И, наконец, самый распространенный ответ. Я ничем конкретным не увлекаюсь. Иногда смотрю YouTube, периодически играю и зависаю в браузере. Нужен хороший и не сильно дорогой монитор. В этом случае оптимально брать IPS-матрицу и ее производные с Full HD разрешением. Если вы не про-геймер или эксперт по обработке фото, то она хорошо подойдет для всех сценариев: текста, фильмов, игр и простой работы с цветом. Определившись с основными моментами, уже можно переходить к остальным пунктам, которые помогут окончательно сузить круг кандидатов. Сначала диагональ. Бывает и 24 много, потому что стол маленький, а бывает и 27 не хватает, ведь нужно сразу с парой окон работать. Поэтому тут все индивидуально. Прикидываем, определяемся. Еще стоит уточнить тип поверхности дисплея. Глянцевый будет ярче и контрастнее, но возможны блики от окна. У матовых такого недостатка нет, но вышеупомянутые характеристики будут чуть слабее. И только в последнюю очередь можно перейти к дизайну
и дополнительным фишкам, таким как отсутствие мерцания подсветки, она же flicker-free, геймерским G-Sync и FreeSync, устраняющим разрывы в играх и прочим. Вот такого порядка, на мой взгляд, нужно придерживаться при выборе монитора. Чтобы из сотен вариантов оставить десяток самых подходящих и потом спокойно выбирать тот, что симпатичнее и подходит по цене. Если у вас есть свой алгоритм выбора и советы, то обязательно делитесь ими в комментариях. Например, как вы выбирали универсальный монитор для себя? Это тот, что хороший и не сильно дорогой? Спасибо за просмотр этого видео. Ставьте лайк, если оно вам понравилось, и включайте подписку и колокол. В одном из следующих роликов детально пройдемся по матрицам мониторов и разберемся, чем они отличаются. Пока!